Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Наталья. И сегодняшнее видео я хотела бы посвятить продолжению обзора на марку Elan. Обзор на гель-краску Elan вы сможете посмотреть по ссылочке вверху, я оставлю ее там. И конкретно сегодня я хочу рассказать о новинке Elan. Она называется Smart Brow Tinting System. Это умная система окрашивания бровей. И, как утверждает производитель, это первая краска для бровей с нейтральным pH, которая, в свою очередь, не травмирует волоски и не пересушивает кожу. Краситель не содержит аммиака и этаноламина. Классические щелочи в составе красителя заменены функциональным аналогом. Это разработка нового поколения. Это революционный агент. Он называется Dimamp Ultra PC, использование которого позволило снизить процентное содержание оксидационных пигментов в составе краски, тем самым уменьшить возможный риск возникновения аллергических реакций. Краска наряду с этим имеет высокий показатель стойкости. В состав красителя также входит специальный компонент, он называется Heliogeno. Он был разработан французской компанией Сидерма. Он идет на основе бутиленгликоля и экстракта семян подсолнечника. Этот компонент защищает свет от выгорания, а волоски от УФ-излучения. Краситель имеет приятный запах. Итак, что же себя представляет умная система окрашивания бровей? Умная система окрашивания бровей состоит из двух оттенков. Первый оттенок это 0,4 Icy Cold Brown, глубокий холодный коричневый оттенок. Второй оттенок это 0,5 Spicy Warm Brown, теплый глубокий коричневый. Еще в систему входят два бустера концентрата. Первый это Indigo 0,6 и 0,7 Orange. Они были разработаны с целью придания цветам основной палитры краски дополнительной глубины и большей насыщенности. Также они были разработаны для расширения диапазона оттенков, для коррекции и устранения нежелательных цветовых нюансов. Эти бустеры можно использовать в рамках палитры умной системы окрашивания от Elan, но также и в комбинации с красками для бровей другого производителя, конечно же, учитывая законы колористики. От себя хочу сказать, я считаю, что использование этих концентратов в рамках умной системы окрашивания имеет смысл только в том случае, если вам нужно дополнительно утеплить теплый оттенок, либо ухладнить холодный. Также, если вам нужно получить нейтральный коричневый оттенок, нет смысла из холодного оттенка делать теплый оттенок, либо наоборот. Позже мы рассмотрим эти варианты в миксах. Еще хочу отметить такую важную ремарку. Система умного окрашивания от Elan дает графичное окрашивание кожи и сильное затемнение волоса. В связи с этим она подходит для тех, у кого цвет волос идет от 6 уровня глубины тона. Это означает, что он подходит для тех, у кого цвет волос от темно-русого до брюнета. В зависимости от времени экспозиции уровень глубины тона может варьироваться от 6 до 3 уровня. Для блонда советую выбрать другую линейку гель-краску от Elan в цвете 03 Medium Brown. Существует несколько хитростей при работе с умной системой окрашивания от Elan, такие как для равномерного окрашивания без пробелов и пятен важно хорошо подготовить кожу перед окрашиванием. Кожа нуждается в хорошем очищении и отшелушивании. И также необходимо обезжирить кожу и волоски на бровях непосредственно перед нанесением красителя. Так как краситель более жидкий, чем гель-краска от Elan, и в связи с особенностями прохождения реакции окисления красящей смеси, для лучшего контакта с воздухом необходимо наносить более тонким слоем. Данный краситель требует точного нанесения, так как работает быстро и очень стойкий. Советую делать разметку перед окрашиванием. Он хорошо окрашивает по пудровому карандашу, а в свою очередь
окрашивание получается немного ярче. Для более правильного и качественного окрашивания начинать окрашивание бровей стоит именно с тех мест, где есть проплешины и либо не хватает волосков. При долговременной укладке бровей, при ламинировании бровей, либо после осветления волосков на бровях следует уменьшить время экспозиции в 2 раза, дабы не перетемнить волос. Интенсивность окрашивания на волосках и на коже зависит от времени выдержки. Скорость окисления красителя на бровях, он, конечно, строго индивидуален. В среднем это составляет 5-10 минут, но важно следить, начался ли процесс окисления рабочей смеси или нет. Если снять краситель слишком рано, вы рискуете получить зеленые брови. Еще хочу заметить, что оттенок Айси после снятия и до стабилизации цвета может быть зеленого оттенка на коже. Не стоит этого пугаться. Еще стоит помнить тот момент, что после стабилизации цвета, конечно же, после смывания красителя с бровей, отпечаток на коже и волосках становится темнее через некоторое время. Если вы боитесь перетемнить, то стоит снять краситель раньше на 1-2 минуты, чем вы предполагаете. Для завершения химической реакции и для стабилизации цвета рекомендуется использовать флюид-фиксатор цвета Colorfix. Еще особенностью умной системы окрашивания бровей является то, что если при окрашивании вы получите холодный оттенок, то он в любом случае со временем становится теплым, вымывается в более теплый оттенок. Но данная проблема характерна и для гель-краски Elan. Такое же происходит с красителями Levisim, Tuya и многими другими. Это такая особенность красящих пигментов, входящих в состав красителя. Краситель с бустером рекомендуется смешивать до добавления окислителя для получения правильного оттенка. Технология смешивания красителя и окислителя идет как 1 к 1. При добавлении бустера пропорция выглядит следующим образом: 49% красителя, плюс 49% окислителя и плюс 2% цветового бустера. Для того, чтобы получить равномерное окрашивание на 2 бровях, я советую наносить краситель фрагментарно. Например, сначала наносим на нижнюю линию брови и на хвостик брови одной брови. Либо начинаем с той зоны, где наименьшее количество волосков, либо есть какие-то проплешины. Потом переходим на другую бровь и повторяем то же самое. Затем переходим на первую бровь и наносим краситель уже на тело брови и на верхнюю линию брови. То же самое делаем на второй брови. И только затем заполняем начало брови и далее уже подправляем, если вы где-то вышли за контур. Для получения плавного перехода от начала брови к телу брови можно стереть краситель с начала брови сухой ватной палочкой, затем обязательно протереть влажной ватной палочкой и взять кисть и потушевать границы начала брови штрихующими движениями. Кисть должна быть полусухой. Еще отдельно хочу сказать про pH составляющих умной системы окрашивания бровей. Возможно, кому-то это важно. pH красителя 8, pH окислителя 2, pH бустера Indigo 10, pH бустера Orange 9. Теперь давайте поговорим непосредственно об оттенках линейки и оттенках, которые мы можем получить при использовании бустеров, концентратов. Как я уже упоминала, данная система окрашивания подходит только для графичного окрашивания, то есть подойдет темно-русым, светлому, среднему, темному шатену и брюнету. Рыжим подойдет только в том случае, если нужно углубление тона и графичное окрашивание. Итак, давайте рассмотрим оттенки умной системы подробнее. Первый оттенок — это 04 Icicle Brown, это холодный коричневый оттенок на зеленоватой базе. Он дает графичный оттенок на коже и сильное затемнение волоса. В зависимости от времени экспозиции и типа волоса может затемнять волос от 6 до 3 уровня
глубины тона. Во время экспозиции и при снятии цвета может быть сильной зеленцой, затем оттенок стабилизируется и приобретает красивый цвет. Так что не стоит пугаться зеленого оттенка на коже после снятия красителя с бровей. Оттенок Icy хорошо подойдет для темно-русых, холодного и темного шатена. Хорош для холодного типа внешности. При использовании бустера Indigo мы дополнительно ухладняем оттенок, он становится более холодным и серым, и более глубоким. Если переборщить, то можно получить оттенок с явной зеленью. При помощи Orange можно нейтрализовать зеленоватый подтон Icy и получить нейтральный коричневый. Стоит также учитывать подтон кожи при выборе оттенка и при использовании бустеров. Например, применение бустера Indigo с Icy на коже с оливковым подтоном может подчеркнуть зеленоватый подтон кожи и проявиться более зеленоватым оттенком, чем вы ожидаете. В свою очередь, если вы хотите получить теплый оттенок на холодной коже, то он будет выглядеть более холодным, чем тот же оттенок на теплой коже. Также стоит учитывать природный цвет волос до окрашивания. Если цвет волосков на бровях русого, холодного оттенка, а волосы на голове, например, теплый блонд, для того, чтобы получить теплый оттенок на бровях, требуется осветление. Если вы будете окрашивать теплым оттенком краски на такую природную базу, на волосках может проявиться зелень. Также, если вы имеете на волосках темную холодную базу, а на голове теплый шатен, например, то вам также необходимо осветление для того, чтобы высветлить и утеплить цвет волос на бровях. Так как при помощи данного красителя невозможно поднять уровень тона, так как сам краситель не может высветлить волос. Между тем, иногда достаточно только небольшое осветление волосков на бровях без применения тонирования. Второй оттенок — это 05 Spicy Wine Brown. Это теплый коричневый оттенок на красноватой базе. Такой оттенок он дает на коже и на волосках. Дает графичный оттенок на коже, сильно затемняет волос в зависимости от времени экспозиции. И типа волоса может затемнять волос от 6 до 3 уровня глубины тона. Оттенок Spicy подойдет для теплого типа внешности, для теплого, светлого, среднего и темного шатена. Spicy может подойти и для рыжих при условии, если нужно углубить тон и при небольшом времени экспозиции. Плюс дополнительно можно добавить бустер концентрат Orange. Далее подробно хочу рассказать о бустерах-концентратах. Первый бустер — это концентрат 06 Indigo. Это глубокий синий оттенок Indigo, предназначен для того, чтобы ухладнить и углубить тон, откорректировать нежелательные оттенки. Рыжий подтон. Бустер концентрат Indigo можно добавлять в осветляющую смесь для коррекции фона осветления нежелательных оттенков, таких как желтизна и рыжина. В чистом виде для окрашивания бровей Indigo не используется. Следующий бустер-концентрат — это 07 Orange. Это оранжевый оттенок. Он не дает углубления тона, практически не оставляет след на коже. Используется для добавления дополнительной теплоты в оттенок и для нейтрализации нежелательных оттенков синего и зеленого. В чистом виде для окрашивания бровей также не используется. Далее хочу показать возможные миксы с бустерами цвета. Мы будем добавлять в микс бустеры, как рекомендует нам производитель, в следующей пропорции: 49% красителя, 49% окислителя и плюс 2% бустера концентрата. Первый микс — это микс 04 Icy плюс 06 Indigo. При данном миксе мы получаем ухладнение и небольшое углубление тона оттенка Icy. В целом оттенок становится более серым и холодным. Этот микс подойдет для холодного типа внешности, холодного темно-русого, холодного шатена и брюнета. Следующий микс — это микс 04 Icy плюс 07 Orange. Здесь мы корректируем зеленоватый подтон и утепляем оттенок.
получаем такой своеобразный нейтрально-коричневый оттенок. Этот оттенок подойдет для светлого, среднего и темного шатена. Следующий микс – это микс 0,5 Spicy плюс 0,6 Indigo. Здесь мы корректируем теплый подтон. Оттенок схож с миксом 0,4 Icy плюс 0,7 Orange. Мы получаем нейтрально-коричневый с небольшим углублением тона. Этот оттенок подойдет для среднего и темного шатена с нейтральным подтоном волос без явной красноты и желтизны. Следующий микс – это микс 0,5 Spicy плюс 0,7 Orange. В данном миксе мы утепляем дополнительный оттенок Spicy, добавляем красный подтон в микс без углубления тона. Данный микс подойдет для теплого шатена, для обладателей окрашенных волос с явным красным подтоном, таких как красное дерево, бургунди, каштан. Для рыжих, при условии, если нужно углубить тон, либо при контрастной внешности и при времени экспозиции не более 5 минут. Итак, давайте подытожим, какие плюсы и минусы я вижу в умной системе окрашивания от Elan. Из плюсов я бы отметила красивую палитру оттенков, удобную текстуру, легко делать четкий контур, удобно делать эффект омбре в начале брови. Состав с нейтральным pH, готовой смеси более гипоаллергенный, чем традиционные красители. Дает яркий след на коже, графичный. Есть цветовые бустеры в линейке. Краска не содержит аммиака и этаноламина. Краситель имеет приятный запах. Из минусов я бы отметила, он не подходит для блондинок, так как оттенки графичные и сильно затемняют волос. Неудобная упаковка для бустеров, они подтекают из упаковки, неудобно дозировать, так как слишком широкое горлышко, а на один микс нужно меньшее количество, чем размер спичечной головки. Чтобы вы понимали, состав жидкий, и приходится залезать туда микробрашем. Было бы намного удобнее, если бы бустеры имели тонкий носик, например, как у Туи, и меньшее количество красителей в упаковке, так как срок годности всего 3 месяца. Такое количество использовать за это время просто нереально. Еще хотелось бы отметить такой минус. Возможно, это брак партии, но при использовании оттенка Spicy в нем появляются своеобразные гранулы, комочки при замешивании с окислителем. На процесс окрашивания это, конечно же, не влияет, но просто интересно, что это такое. Напишите, кто тоже сталкивался с подобной проблемой. Еще хотела бы напоследок вставить сравнение оттенков системы умного окрашивания и гель-краски Elan. Возможно, вам это будет полезно. Итак, на данном моменте хотелось бы закончить это видео. Надеюсь, оно было полезным и интересным. Ставьте лайки, если вам понравилось мое видео. Пишите свои комментарии, кто уже попробовал данную умную систему окрашивания от Elan. Подписывайтесь на мой канал, если тематика моих видео вам, в принципе, интересна. А сейчас я уже хочу с вами попрощаться. Всем до новых встреч и всем пока-пока.